Это история о том, как я недавно психанул и подарил вот эти вот две машины. Сейчас все расскажем, присаживайтесь поудобнее. Пластик поцарапали, вокруг двери все поцарапали. Твоя машина буквально чуть-чуть не доехала, у нее закончился бензин. Что делать? Толкать ее? Толкать ее надо. Я ее когда у Дубровского забрал, она буквально через пару километров просто встала. Ты готовая? Аленка ждала машину. Я вот каждый раз на поезда иду и думаю, блядь, не успеем. Реально осталось 3 минуты до отхода. Так, ну что, мы едем в Ростов. В этом выпуске я подарю две машины. Одну Аленке, другую Вовке. Ну, Вовке я как бы не то что подарю, я ему просто чуть-чуть добавил, чтобы у него чуть-чуть поновее машина. Мы не нашли почему-то эту машину конкретно в Москве, и она была только здесь. Вот мы едем сейчас на поезде, чтобы забрать тачку мечты Вовки. Двухдверное купе со спортивными сиденьями. Красная строчка есть? Слава богу, нет. Легкий мандраж у меня, знаешь, как перед экзаменом. Немножко. Он выучил все характеристики машины? Да. Одна машина у нас для Вовы, мы поехали за ней ее забирать, а вторую машину я подарил своей жене, Алене. У нее было день рождения 6 июня, и я ей, значит, дарю коробочку. Она открывает коробочку, а там в коробочке ключи от машины, вы думаете, да? А вот нет. Сейчас у нас в Российской Федерации вообще очень сложно купить машину. Практически невозможно. Ну вот новую машину, которую ты хочешь прям на заказ. Потому что я хотел там гибридную, чтобы она с белым салоном, чтобы там на полном фарше. В наличии таких машин нет. И я думаю, ну надо заказать машину. И поэтому в этой коробочке лежало не ключи от машины, а такая-то бумажка с заказом. Я говорю, Алена, эта бумажка твоя. Да, запоминаем сейчас, это все 6 июня. И мы с ней поехали к ребятам, которые привозят автомобили из Америки. К ребятам пришел, он говорят, ну не через 2 месяца, но через 4 месяца машина будет. Будем ждать. Но все произошло вообще не так, как я себе представлял. Мы ж приехали на родину мистера Улыбки и Солнца. Где Солнце? Подожди, надо поправить галстук. Доброе утро вам. Добрый день, друзья. Добрый день. Конечно, добрый. Типа, за нами приедет владелец машины и будет нас здесь ждать. Я еще думаю, блин, тут же, наверное, как... Ну там платная стоянка, 1000 рублей в час, как в Москве. Ага. Сейчас смотрю, наверное, все-таки здесь бесплатно, да? Вот, все. Пока, значит, тачку не показываем, да? А вон она. Приветствую. А мы еще снимали тут немножко. Чутка блогера. У вас аналитика именно. Давай, наверное, на счет положим лучше в банк. Поехали. Машинка мне хорошо послужила. Все, давай. Счастливо. Дать. Погляди на этого владельца. Сейчас поедем на моечку, помоем и красиво покажем. Значит, ребята очень долго пытаются перевести там деньги, пытаются заказать машину. Это тоже сложная история. 22 июня вроде бы все готово и можно заказывать, но случается хакерская атака на дилер, к которому мы обратились. Взлом CD Global произошел на прошлой неделе. Многие из них вынуждены вести дела вручную с помощью ручки и бумаги, пока системы не будут восстановлены. У них ничего не работает, у них все подвисло, встало. Ну, вроде, слава богу, как-то машину заказали, все, сидим, ждем. 31 августа. Прошло 3 месяца с момента того, как я подарил машину, и мне говорят, что-то машину там еще долго будут делать. Пришла другая машина, такая же, там что-то только лампочек каких-то не хватает, и японской сборки.
В общем, забрали ее, и 31 августа наконец-то мне отправили фотки Аленкиной машины. Все, она стоит, готовая, бери, езди, только в Америке. Теперь нужно машину как-то отправить в Россию. Вообще я давно пытался Вовку заставить на машину сесть. Что ты говорил, когда я говорю, сдай на права? Говорю, что мне очень кайфово ездить на такси, и что мне тачка не нужна в целом. А Миша все мечтал, что у меня появится машина. Сейчас тебе уже самому все-таки хотелось? Мне еще год назад захотелось самому. Мы же уже пытались найти машину. И год назад мы нашли ее, но денег я не нашел. Потом я пошел в контейнеры к Дубровскому и думаю, ну в контейнерах достану какую-нибудь тачку, специально Вове отдам. Все, открыли уже, да? Беззвучный контейнер, первый в своем роде. Раз, два, три. И вот я ему выиграл эту спортивную бестию. Я ее когда у Дубровского забрал, она буквально через пару километров просто встала. И слава богу, она просто докатилась до конца перекрестка, и я ее там припарковал. Поехал в офис. Говорю, Вовка, это твоя машина, и с ней как хочешь. Так, ну Вовка, твоя машина буквально чуть-чуть не доехала, у нее закончился бензин. И у тебя квест. Надо взять бензин и отвезти к машине. Ты рад? Я еще не знаю. Посмотрим. Так, ну сначала надо купить бензина. Надо топливо. Здравствуйте, а подскажите, у вас можно купить бензин в канистре? А у вас есть канистра? У нас нет канистры. У нас машина встала на дорогу. С ребятами договорились, можете воду взять 5-литровую вылить. Смотря, нальете 5-литровку? Пятерку воды вылей, да и все налил. Супер, спасибо. Мусорка есть, правда, чистая. Но самый стиль, то, что он тебе достал ее из мусорки. Блин, Вот сейчас по прямой. Где-то вот здесь она должна быть. Вот она, я ее вижу. Ой, да. Итак, это наша тачка. Аккумулятор? Ну вообще горит аккум. Смотрите, аккумулятор севший, но она не заводится. Что делать будем? Толкать ее? Толкать ее надо, мне кажется, да. Она такая легкая. Это картинг. Блин, пусть там отрулит немножко правее. Дай, Серега, дай левого руля, ёб твою мать. Туда! Народный автомобиль. Вроде легкая, но в горочку все равно ощущается. Вов, как тренировка? Кроссфит. Владимир, открывайте капот. Ну уже горит Опа. панель как минимум. А окно, оказывается, открывается. Само. Это заводю. Да. 70 лошадей сюда. Не, знаешь, ты отсюда вид имеешь. Что за король ночной Москвы. Что заглохнет? А ты зачем заглушил? Владимир, что вы сделали? Она заглохла. Какого я должен газовать? Что за машина, блядь? Так это на всех машинах так. У нее недостаточно заряда было на аккумуляторе. Что, снова? Да, снова. Там уже есть понимающий взгляд вдалеке. Владимир, ну давай поуверенней привыкай к аппарату. Это все, она не едет. Надо развернуться. Может, она не может без электричества, блядь, она назад едет, блядь. Да включи аварийку, поставь нахер. Теперь нужно машину как-то отправить в Россию.
Из-за того, что это как бы электрическая машина, на нее там в законодательство американское поменялось. И ей нужны были дополнительные документы, чтобы ее можно было отправить. Чтобы экспортировать свой автомобиль, вам понадобится EMA. Вы получаете EMA в автосалоне. Это подтверждение того, что вы купили автомобиль. А еще нужен договор купли-продажи. Целый месяц они вот искали эти документы. Документы наконец-то сделали, но тут начинается забастовка. Без нас ничего не сдвинется с места. Сегодня утром началась масштабная забастовка докеров. Тысячи людей вышли на пикеты в 14 портах по всей стране. В порту забастовка, порт не работает, никуда ничего не ездит, никуда ничего не плавает, все встало. Чтобы вы понимали, 31 августа мы получили машину в Америке, и только 22 ноября машину наконец-то смогли отправить. 2,5 месяца мы ждали документы. 22 ноября машину погрузили на автовоз, и она поехала в Нью-Йорк. Эта машина была в Нью-Йорке, я еще не был. 1 декабря машина загрузилась на наш корабль. Есть приложение, в котором можно посмотреть, где какое судно сейчас плывет. 16 декабря это судно подъезжает к Испании. Осталось совсем чуть-чуть доплыть немножко вот так по морю в Турцию. 23 декабря судно реально дошло до Турции. Теперь оно должно пойти в Грецию. Расчетное время 29 декабря. Прикиньте, там праздники вот эти все непонятные, Новый год. Открываю я это приложение 29 декабря, и судно никуда не доехало. Стоит рядышком, недалеко там, просто стоит. И только 25 января судно наконец прибыло в Грецию. Фу, все, осталась последняя точка. Надо доехать до Грузии, и все. И вот все, уже тачку заберем, уже будем кататься, все. Я говорю, Аленка! Вот сейчас точно тачка приедет уже. Я тебе отвечаю. А вот как вы думаете, за сколько это судно доехало до Грузии? За месяц? За 5 дней. 30 января судно прибывает в порт Потти. Все, мы в Грузии. Короче, ждем мастера. Приедет, я надеюсь, он ее подсосет. Ну или кто-нибудь подсосет точно. Или мы жестко подсосем сегодня. Надежно. Помни, что у тебя открыт капот. Не газуй, мама дома ждет. Ну что, мы уже потратили 4000 рублей и никуда не уехали. Нам нужно найти автосервис, который согласится отремонтировать Хонду 2000 года, поменять у нее генератор, и у нее нужно еще поменять аккумулятор и доехать до этого сервиса. А еще у нас есть всего неделя, чтобы поставить ее на учет. А она не может поставиться на учет, потому что она не едет никуда. Пока мы ее оставим здесь, а дальше... Но в итоге на ней никто не ездил. В общем, мы ее разыграли. Разыграли чуваку, который ее тут же продал другому чуваку. И за ней уже приехал другой парень. А за сколько он продал его? Скорее за 200. А чувак, который купил за 200, он очень хотел испытать какого-то азарта, приключений. Йо-хо! Московские приключения. Короче говоря, с той тачкой не сложилось, и она, естественно, Вовке не подошла. Тогда этого у Жекича Варпач выиграл Теслу. И я был реально вот в шаге от того, чтобы Теслу взять и подарить ее Вовке. Время, значит, шло. Вовка копил бабки. И вот буквально вот неделя прошла, и мы на новой машине катимся. Это моя машина. Теперь это мое. Все, 12 февраля. Машина наконец-то выгружена с судна, можно забирать, я так думаю, да? Нет, нельзя пока забирать, надо получить транзитные номера. 25 февраля готовы отправлять машину. Появились у нас транзитные номера, но тут случается апокалипсис. Весь южный регион, весь Кавказ завалило снегом. У них режим ЧС, ничего никуда не ездит. Сидим, ждем, пока он мне отправляет новость. Снегопад. И я пишу, народ. 3 марта, и уже наконец-то машина погружена на автовоз и едет в Россию. Как думаете, когда она приедет в Россию? Как ты думаешь, вот, Вовка, сколько надо ехать? Неделю. 3 марта погрузили,
10 марта приехала. Да, вот неделю, ровно неделю. Ну ты красавчик, попал. Ну я думаю, ну все, машина в Москве, наконец-то. Но оказалось, что таможенники в Грузии, во-первых, они машину пытались взломать. Они не смогли найти, куда вставить ключ. Там прикол, там надо у ручки, поддеть, снять пластиковую крышку и туда вот уже вставить ключ. Таможенники в Грузии не смогли поддеть никакую крышечку, они начали тачку вскрывать, как вскрывают тачки. Водительская дверь за верхний уголочек оттягивается, туда вставляется такая длинная проволока, и проволокой просто поддевается крючок, типа, чтобы, дверь открыть. Они вот так вот совали там, весь пластик поцарапали, вокруг двери все поцарапали, как-то открыли, но эта тачка гибридная. Чтобы ее перегнать, они пытались ее завести, но гибридные тачки прикуривать нельзя. Они ее прикурили, и там просто сгорел блок предохранителей. Просто сгорел. Машина не заводится, не заряжается. Машина-то вроде в Москве, и можно вроде забирать, только с ней ничего не сделаешь, она кирпич. Ребята, Continental Motors, которые мне привезли машину, они в скором порядке заказали вот этот блок предохранителей в Америке. Он с кем-то полетел из Америки в Белоруссию. Из Белоруссии чувак на машине поехал, блок предохранителей этот привез. И через неделю все-таки тачка наконец-то готова, ее можно зарядить, она едет, в целом все готово. Вот, кстати, ребята молодцы, спасибо им большое, что они, старались и привезли довольно очень быстро. Потом нужно дождаться электронного ПТСа, чтобы машину можно было дальше забрать и вообще поехать на ней. 10 апреля приходит сообщение. Сегодня лаборатории были все перегружены, записались на завтра. Далее на мойку, на понедельник ориентируйтесь. Короче, уже ждем машину, уже, все, уже... Я уже в целом не верю этим всем сообщениям, что оно когда-нибудь будет. В целом не верю, что машина существует. По-моему, меня кинули. Такие у меня мысли. И вот спустя 10 месяцев, 11 апреля, мне приходит сообщение. Машина готова, ее можно показывать Аленке. Где-то здесь должна быть мойка. Вот туда, вот. Все такое все щелкает, так приятно. Какие-то крутилочки. Счастливое лицо какое. Что, пойдем помоем? That shit to make them all go dummy. Now I got bready, I want something from me. Showing like pros, man, I told them that it's money. And I own my own bars, just like it's always sunny. Ну что, Вовка, ты официально прокачан до автомобиля мечты. Она прям реально мечта, конечно, да. Любого пацана мечта просто. Пиздец, я рада из-за тебя, да. Что-то уже грязно здесь. Это плохо побыл. Поехали, да, погнали. Что, домой? 940 километров. 11,5 часов. Погнали? Мне кажется, ты переживаешь больше, чем Алена. Не, я не переживаю. Целый месяц они вот искали эти документы. Вокруг двери все поцарапали. Они ее прикурили, и там просто сгорел блок предохранителей. Приехала, наконец-то. 10 месяцев ее не было. Даже это просто невероятно. Ёшкин-макарёшкин, ничего себе! Это чё, моя? Боже, какой цвет! Какая красивая! Женщина, от машины отойдите! А это чё, это еще и мне цветы? Спасибо! Кать, какие красивые цветы! Это тоже мое? О, крутяк! Ура! Сейчас я посмотрю. О, багажник, открывай. Как открывается? Ногой вот так проводить? Надо, чтобы в кармане ключи были, и все. Боже. Ой, прикольно.
И что, мне прям сесть? О, офигеть. Это что, мое теперь? Найдешь кнопку запуска? Старт кнопка. Я ее не вижу просто. Я сам очень долго искал. Старт, она прям так и написано, старт. Написано Power. А. Всё понятно. Внутри она завелась. Она не шуршит, не бурчит. Да. Привыкла уже, все. А панораму будешь открывать? Бантик. Какая красивая! Можем музон включить. Тыц-тыц-тыц. Короче, нужно, наверное, рассказать, каково это, когда ты с Kia пересаживаешься на Lexus. Все по-новому. Ты к любой машине привыкаешь. И точно так же я привыкала. Первое время я неловко парковалась. Мне кажется, паркуюсь так до сих пор. Что мне в ней нравится, что она очень быстрая. Потому что когда я ездила на Kia, мне нужно, например, было влиться с машинами там, на автомагистрали. И получалось так, что это было очень долго. Так... Когда я ездила на Kia, я просто всех пропускала постоянно, бесконечно. Когда я села на Lexus, мне уже не нужно никого пропускать. Я просто сразу на газ и сразу же влетаю в этот поток. Бодрый двигатель, она мощнее, да, она клевая. Мне нравится, что здесь светлый салон. Я себя здесь чувствую звездой. Еще я кайфую от того, что мне показывает, с какой скоростью я еду. Да, проекция на лобовое стекло. Мне нравится, что у меня есть панорама. Я могу слушать звук дождя, я могу вообще кайфовать от этой всей истории. Мне безумно нравится, что здесь много света. Ты вообще знаешь, что она у тебя гибридная? Ну, конечно, я знаю, что она гибридная. Я, между прочим, кайфую. Мне нравится ее заряжать, на удивление, хотя я это делаю крайне редко. Блин, да в ней очень много разных плюшек, она клевая. Единственное, чего мне в ней реально не хватает, нету специальной кнопки, на которой выбирается режим, потому что на предыдущей тачке все как бы одним пальцем управлялось. Мне что еще очень нравится, это мне реально помогает. Бывает, я еду и отвлекаюсь на красивое здание, могу засмотреться, на красивых людей, просто отвлекаюсь и глаза увожу, и она сразу реагирует и говорит: эй, верни глаза обратно. Плюсы какие. Вот видишь, я сейчас увела взгляд, и она пикнула. Она контролирует машину в полосах. А, кстати, вот это зеркало умное тоже, здесь камера, смотри. Ну, тоже, например, завалено цветами там сзади, что-то, коробки какие-то, пассажиры. Ты так делаешь, и тебе сразу все видно. Что не нравится, что у этого зеркала и у того есть затемнение. Например, ты с парковки выезжаешь, и у тебя затемнены. Но это вот сделано для чего, Миш? Ночью едешь по трассе, тебе, чтобы фары сзади не слепили, они затемняют. Но не нравится, когда я выезжаю с парковки, я ни хрена не вижу. А еще мне очень нравится, когда паркуешься, зеркала автоматически наклоняются, чтобы ты классно запарковался. Мне нравится здесь. Я себя комфортно чувствую, как депутат. Ой, еще мне очень нравится звук. Я меломан, я очень люблю слушать музыку. Я могу так ее врубить. Нет вот этого вот гудящего, свистящего звука. Он такая, знаешь, как JBL, такая бум. Ну, классные басы, в общем, я кайфую, когда еду за рулем. Что самое главное здесь? Смотрите, отличие в целом от любого автомобиля, нигде я еще такого не видел. Это камера. Смотри, мы видим все, что находится под машиной. Здесь очень крутая шумка, прям, ну, супер шумка. Вот едешь, особенно когда ты в электрорежиме, когда мотор не включается, классная подвеска. Она прям, ну вот ты просто плывешь просто по дороге. Немножко напрягает меня, что-то они слишком много мультимедий сделали. Раньше их все ругали за то, что у них была стрёмная мультимедиа. Кнопок очень много. Они вот этот, чтобы спорт режим выбрать, смотри, надо что нажать? Вот сюда надо, вот видишь, я вот еду, я еще нажать не могу. Вот сюда нажать, да, и не врезаться никуда. И вот сюда потом нажать, чтобы спорт режим включить. Нет никакой шайбы, как обычно. Вот. Слава богу, они оставили вот эти крутилки. Крутилка от кондиционера и крутилка от звука. И это уже в целом хорошо. Еще у нее какой прикол. То есть это гибридная машина. Когда она полностью заряжена и полностью заправлена, автоматически она включает электрический режим. Всегда старается сначала высадить батарею и только потом бензин посадить. Проблема в чем? На заряженной батарее не греется мотор. Но она же в электрическом режиме ездит. Не греется мотор и, естественно, нормально не работает печка. Я так понял, что это вообще никак не решается. Самое главное, наверное, она очень бодрая. У нее такой дикий отклик от педали.
То есть ты даже на спорткаре, на Феррари нажимаешь газ и ждешь 2 секунды, когда она спохватится. Я вам сейчас хочу показать одну вещь. Я сначала ударю по педали газа, чтобы вы услышали. 1, 2, 3. Поехали куда-то. Здесь вот этот электромотор офигенно подхватывает. Просто только ты чуть-чуть нажал на газ, она уже летит. Бензиновый мотор дает 170 кобыл, и еще 170 кобыл дает электромотор. Если сложить 170 плюс 170, должно получиться 340. Но здесь как куда-то потерялось 30 кобыл. Общая мощность здесь 310 кобыл. Здесь прикольно, что, кстати, вот это кнопки. Эти кнопки вообще для открывания ворот. Но проблема в том, что это американка, и у них там свой стандарт, и вот этот HomeLink, он умеет только вот эти американские ворота открывать. И чтобы наши русские вот эти открывать, надо какой-то ретранслятор поставить, и тогда, ну, будут русские наши ворота открывать. Я еще ничего не парился, не ставил, уже пофиг. У меня вот такая, как видишь. Вот, это просто обычная магнитная держалка. И я на нее вот эту прилепляю. И у меня теперь ворота, вот у меня теперь есть кнопки, встроенные в машину. Лайфхак года. Ну чё, Ока, расскажи, как тебе тачка? Пушка, гонка вообще. Тебе нравится все? Да. Сколько, 5-6 месяцев прошло, уже катаешься? Да больше уже. А есть минусы? Один. Какой? Она черная и морается быстро. Снаружи? Ну да, вон видишь, я ее вчера помыл. Ну это серьезный минус. Все, больше нет. Все, да? Ну, желаю, чтобы это был только один минус у вас. Спасибо. Все, давай.